Что произойдет с вашим телом, если есть мед каждый день? А что, собственно, вы знаете о меде? Он сладкий, его делают пчелы, Винни-Пух его обожает. Замечательно. А знаете ли вы, например, что мед существует уже много миллионов лет? Или что он не портится, если его хранить в воздухонепроницаемом контейнере? Или что в нем содержатся все необходимые вещества для поддержания жизни и здоровья, такие как витамины, энзимы, минералы и вода? Мы в АДМИ давно искали такой удивительный продукт, и им оказался обычный натуральный мед. Вот так. Сегодня мы хотим поговорить о его многочисленных полезных свойствах. И, между прочим, мы сами уже начали съедать по ложке меда каждый день. Номер 8. Ваша кожа станет чище. Даже если вам говорили, что сладости ухудшают состояние вашей кожи, делают ее более жирной и открывают поры, не переживайте, к меду это не относится, только если вы не съедаете банку в день. На самом деле, если есть мед в разумных количествах, то внешний вид вашей кожи станет намного лучше. Во-первых, мед – это антиоксидант, а значит, его регулярное употребление избавит ваш организм от токсинов. Во-вторых, он обладает антибактериальными свойствами, что значительно улучшит состояние вашей кожи. Кстати, мед можно не только есть. Чтобы ваша кожа сияла, вы также можете использовать его в качестве средства для увлажнения кожи, скраба или маски, и даже для лечения акне. Для увлажняющей маски вам понадобится 1 чайная ложка меда, только натурального. Нанесите мед на сухую и чистую кожу лица и оставьте на 15 минут. Затем смойте чуть теплой водой. Как это работает? Мед обладает способностью впитывать влагу из воздуха и передавать ее вашей коже. Лицо получает необходимое увлажнение, и влага, достигая самых глубинных слоев кожи, остается там намного дольше. Как насчет скраба? Возьмите 1 столовую ложку соды и 2 столовые ложки меда. Хорошенько их смешайте и аккуратными круговыми движениями нанесите на лицо. Затем умойтесь. Вуаля! Питательное, очищающее и увлажняющее средство, которое всегда под рукой. Просто чудо! Что касается акне, то все, что вам нужно сделать, это нанести несколько капель меда на места, требующие особого внимания, и оставить там на 10 минут. Затем удалите мед с лица с помощью воды. Противогрибковые и антибактериальные свойства меда в сочетании с противовоспалительным эффектом сделают лечение угревой сыпи очень эффективным. Номер 7. Вы похудеете. И это еще одно из преимуществ регулярного потребления меда, особенно если вас беспокоит лишний вес. Обычно доктора рекомендуют исключить все сладости, если вы хотите похудеть. Но только не мед. Это потому, что состав меда значительно отличается от состава обычных конфет, поэтому он воздействует на ваш организм совершенно по-другому. Мед ускоряет обмен веществ, а это одно из необходимых условий для потери веса. Как я могу есть сладкое и похудеть? И это резонный вопрос. Понимаете, в отличие от сахара, мед содержит витамины и минералы, полезные для вашего организма. Помимо этого, в меде много питательных веществ, таких как клетчатка, белки и вода. Так что это не просто пустые калории. Предлагаем несколько рецептов напитков, которые помогут вам эффективно похудеть. Теплая вода, мед и лимонный сок. Пейте этот напиток 1 раз в день, и вы сможете не только сбросить вес, за это ответственен лимон, но и ускорить свой обмен веществ, а это уже благодаря меду. Теплая вода, мед и корица. Корица также обладает свойствами, способствующими снижению веса. В сочетании с медом она дает потрясающие результаты. И еще это так вкусно. Номер 6. Ваш уровень холестерина понизится. Холестерин очень важен для многих функций нашего организма. В то же время он может привести к развитию сердечных заболеваний, а они, как известно, причина смерти номер 1 в мире. Парадокс? Вовсе нет, просто есть 2 типа холестерина, и все проблемы берут свое начало от плохого холестерина. В меде холестерина нет вообще. К тому же его состав способствует снижению уровня плохого холестерина. Ежедневное употребление меда благотворно воздействует на уровень антиоксидантов в вашем организме, а они борются с повышенным холестерином. Другими словами, мед – это отличный, а главное – безопасный продукт для борьбы с высоким холестерином без таблеток. Номер 5. Ваше сердце станет сильнее.
Исследования показали, что антиоксиданты, которые содержатся в меде, препятствуют сужению артерий, а это может снизить риск сердечного приступа, устранить проблемы с памятью и головные боли. Для этого достаточно выпивать 1 стакан воды с 3-4 ложками меда каждый день. Исследование проводилось с участием 25 мужчин в возрасте от 18 до 70 лет. Они выпивали по 1 большому стакану воды с 4 ложками меда ежедневно. Через некоторое время тесты показали, что количество антиоксидантов в их крови значительно возросло. Кстати, если вы не уверены, какой мед выбрать, то имейте в виду, что темные сорта меда содержат самое большое количество антиоксидантов. Номер 4. У вас улучшится память. Вы заметили, что вам все сложнее концентрироваться? Или, может быть, в последнее время вы стали слишком рассеянным? Не волнуйтесь и ешьте мед. Уже другое исследование доказало, что мед может бороться со стрессом, восстанавливать антиоксидантную защиту на клеточном уровне и, как следствие, улучшать нашу память. Помимо этого, в меде содержится кальций, который легко усваивается мозгом и улучшает его работу. Еще одно долгосрочное исследование проводилось в период с 2003 по 2008 годы. И в нем участвовали 3000 престарелых мужчин и женщин. Результаты показали, что мед значительно понижает вероятность появления такого неприятного старческого заболевания, как деменция. Не терпится проверить самим? Нет ничего проще. Съедайте 1 или 2 ложки меда перед сном. Таким образом вы ускорите обмен веществ, который снижается ночью. Или за 30 минут до завтрака. В этом случае мед еще и поможет вашему пищеварению. Номер 3. Вы будете лучше спать. Сахар, содержащийся в меде, повышает уровень инсулина в крови, а он, в свою очередь, способствует выделению серотонина. Далее серотонин трансформируется в мелатонин, гормон, который улучшает качество сна. Люди, которые начали съедать по ложке меда перед сном, были потрясены удивительными результатами и утверждали, что никогда не спали лучше. Они даже прозвали мед «золотым лекарством». Уже захотелось попробовать? Номер 2. Ваш желудок станет здоровым. Мед – сильный антисептик. Чтобы предотвратить различные заболевания пищеварительного тракта, достаточно съедать 1 ложку меда на голодный желудок. В процессе переваривания мед уничтожает микробы и даже может восстановить целостность слизистой оболочки. У вас когда-нибудь было ощущение, что вы готовы взорваться после вкусного семейного ужина или новогоднего застолья? Мед может помочь и с этим. Он успокаивает желудок после переедания. Если вы знаете, что на корпоративной вечеринке собираетесь попробовать каждое блюдо на столе, то лучше заранее съешьте ложку меда. Он улучшит ваше пищеварение. Но если плотный ужин уже позади, и вы чувствуете себя не лучшим образом, выпейте теплой воды с медом и лимоном, и вам сразу станет легче. Номер 1. Вы перестанете нервничать. Возможно, это звучит слишком громко, но факт остается фактом. Мед помогает успокоить нервную систему и облегчает симптомы усталости. Глюкоза, содержащаяся в меде, является необходимым элементом для правильной работы нейронов. Она быстро впитывается в кровь и способствует расслаблению и восстановлению после стресса. Не правда ли мед просто удивительный продукт? Ставьте лайк, если вы стали таким же фанатом меда, как Винни-Пух. А мы пока покажем бонус, который может очень пригодиться в зимнее время года. Мед с чесноком. В сочетании с чесноком, другим сильнейшим природным антисептиком, сила меда увеличивается 10-кратно. Средство на основе меда и чеснока значительно улучшит работу вашей иммунной системы, а значит, предотвратит появление многих заболеваний. Вам понадобятся следующие ингредиенты: 3-4 головки чеснока, 1 чашка натурального меда, небольшая миска с крышкой. Очистите чеснок, положите зубчики в миску и сверху залейте их медом. Закройте емкость крышкой и оставьте на несколько дней. Съедайте 1 ложку полученного средства на голодный желудок каждый день, и вы ощутите невероятный прилив сил и энергии. Что-то мы вас не видим. Вы побежали на кухню или в магазин, чтобы приступить к медовой терапии? Подождите! Как в фильмах, у нас для вас есть одно важное предупреждение. Как и с любыми другими продуктами, с медом нужно знать меру, иначе его употребление может привести к серьезным проблемам. Вы, наверное, заметили, что все наши рецепты включают максимум 1-2 столовые ложки меда, и это не просто так. Если вы будете есть больше указанного количества, у вас повысится уровень сахара в крови и могут возникнуть аллергические реакции. А еще вы попросту можете набрать вес, поэтому мера и только мера. Мед чем полезен, а чем опасен?
Мед на 80% состоит из углеводов, таких как фруктоза, глюкоза и сахароза. Также мед состоит из воды на 16%. В небольших количествах мед также содержит витамины, аминокислоты, минеральные вещества, органические кислоты, ферменты, фитонциды, гормоны и даже липиды. Такого количества сахаров мед не портится в герметичной посуде. Археологи даже нашли мед в египетских пирамидах, и он был как свежий. Вот значит, чем стоит запастись на случай апокалипсиса. Именно концентрированные сахара являются первым оружием массового поражения микроорганизмов, высасывая из них влагу. Следующее оружие против бактерий – это белок дефенсин-1, являющийся частью иммунной системы пчел. Также бактерии подавляют фитонциды меда. Это антимикробные вещества, которыми растения насыщают воздух. Далее в борьбу вступает знаменитый метилглиоксаль, благодаря меду манука. Вы что, ни разу не слышали о нем? Метилглиоксаль, проникая в клетку, пораженную бактериями, благодаря своим свойствам испаряет из нее жидкость, и бактерии гибнут. При этом сама клетка быстро восстанавливается. Сам метилглиоксаль можно найти во всех видах меда. Однако уровень концентрации, как правило, колеблется от 1 до 10 мг на килограмм. Метилглиоксаль на уровне 400 мг на килограмм считается достаточным, чтобы уничтожить большое количество деструктивных микроорганизмов, вирусов и бактерий. Уровень метилглиоксаля в меде манука колеблется от 100 до 1000 мг на килограмм, что делает его чрезвычайно мощным препаратом. Количество метилглиоксаля в меде манука измеряется по шкале UMF. Лучше покупать мед манука с показателем UMF от 15 плюс и выше. А чем еще полезен мед? Оказывается, мед содержит ацетилхолин. В сердце ацетилхолин способствует тому, что калий не слишком быстро выходит из клеток. Под воздействием ацетилхолина получают больше глюкозы, являющейся источником энергии. А еще ацетилхолин стимулирует пищеварение, обмен веществ, работу почек и мочевого пузыря. Какие опасности кроет в себе мед? Недобросовестные производители меда кормят пчел антибиотиками даже в момент сбора меда, что обычно запрещено законом. Такой мед опасен для здоровья человека. В Евросоюзе по этой причине запрещено использовать антибиотики. А особо предприимчивые производители меда разбавляют мед сиропом, кормят пчел сахаром, нагревают его до товарного вида, фильтруют, смешивают. В общем, полезность такого меда резко падает. По этим причинам важно покупать натуральный мед хорошего качества, желательно от пчеловода. Применение меда. Особенно лечебная эффективность меда была доказана при инфекционно-воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, полости рта и горла, бронхолегочных заболеваний, а также при наружном применении при инфекционно-воспалительных заболеваниях кожи, как ранозаживляющее средство. Для общего оздоровительного эффекта мед нужно принимать по 1 чайной ложке каждое утро натощак, рассасывая его во рту. Также можно растворять в стакане теплой воды, делая медовую воду. При заболеваниях количество меда можно увеличить до 3 чайных ложек в день. Мед нельзя нагревать и перегревать. В качестве местного наружного применения рекомендуется использовать марлевые аппликации из меда. Мед противопоказан при аллергии, индивидуальной непереносимости, наличии заболеваний, таких как сахарный диабет, а также детям до 1 года. Люди всегда ценили мед на протяжении долгих веков и за его вкус, и за его однозначную пользу. Причем пчеловодство нам дает большое количество продуктов. Это и прополис, и перга, но мед все-таки вне конкуренции. А что будет, если есть мед каждый день? Что произойдет с нашим организмом? На самом деле произойдут очень большие изменения, и эффект будет значительный. Досмотрите этот ролик до конца, и я расскажу вам о том, что будет с нашим телом, если есть мед каждый день. Первое упоминание о меде было найдено еще на изображениях в городе Валенсия, в Аранской пещере. Возраст рисунка примерно 15 тысяч лет. То есть уже тогда люди ели мед. И еще в Древнем Египте описывались его целебные свойства. А в нынешнем современном виде пчеловодства и само строение ульев возникло в 7-8 веке до нашей эры в Древней Греции. Вплоть до 16 века пчелиный мед являлся основной сладостью. Но позже, с изобретением добычи сахара из сахарной свеклы и тростника, этот самый сахар стал постепенно вытеснять мед как источник сладости. А сегодня качественный пчелиный мед уже ближе к деликатесам, чем к основному продукту питания. Особенностью меда является то, что он очень хорошо усваивается нашим организмом. Усваиваемость 100%, и ни грамма съеденного меда не проходит просто так.
Что насчет химического состава? В меде содержатся такие витамины, как С, Е и витамины группы В. Из ферментов нам содержатся каталаза, амилаза, диастаза и фосфатаза. Микроэлементы в меде – это алюминий, цинк, никель, литий, олово и многие другие. Также он содержит фолиевую и пантотеновую кислоты. Существует довольно большое количество видов меда. Все дело в том, что пчелы, опыляя различные растения, изготавливают из их нектара различный мед. Известны такие сорта, как гречишный мед, испарцетовый, акациевый, вересковый, каштановый, липовый, подсолнечный, донниковый и многие другие. Одним из самых полезных считается гречишный мед, потому что содержанием аминокислот и микроэлементов этот сорт превышает остальных примерно в 2 раза. Его часто используют при простуде, заболеваниях кожи, авитаминозе, анемии, гипертонии, а также нарушениях белкового обмена. Акациевый мед используют для лечения бессонницы и различных неврологических заболеваний. Липовый мед – это один из самых светлых и душистых сортов. И главное его преимущество в том, что он помогает при астме, бронхите и ангине. Но самый распространенный мед в России – это, пожалуй, подсолнечный мед. Что ж, а теперь о пользе меда и о тех эффектах, которые он будет оказывать на наш организм. Пчелиный мед – это друг желудка, потому что он будет повышать наш аппетит и очень положительно влиять на в целом пищеварительную систему. Также мед очень хорошо воздействует на нашу микрофлору, помогая ее восстановить и привести к здоровому балансу. Еще мед нормализует наш сон, а качество сна крайне важно для нашего здоровья и долголетия. Мед помогает работе нашего сердца. Его также рекомендуют при нервных расстройствах и анемии. Безусловно, наверное, все знают о свойствах меда во время простудных заболеваний, то, что он повышает сопротивляемость инфекциям. Более того, было даже проведено исследование, что не зря наши мамы и бабушки советовали нам набирать мед в горло, когда оно болит в результате простуды, и держать его там, чтобы снять воспаление. Экспериментально научно было доказано, что это действительно помогает снять локальное воспаление. Таким образом, нам не казалось то, что горло от меда действительно проходит. Также мед полезен для нашей щитовидной железы. Отдельно стоит сказать о воздействии меда на нашу кожу, потому что он способствует регенерации тканей, снятию воспаления и обеззараживания, и не случайно его даже используют в косметологии. При регулярном использовании меда кожа становится не только внешне более здоровой, но и внутри она также укрепляется. Есть даже особые рецепты масок из меда. Также мед является натуральным слабительным средством. Содержащийся в меде кальций помогает нашим костям быть крепкими. А также мед хорошо воздействует на сердечно-сосудистую систему, улучшает работу нашего сердца, а сосуды делает более эластичными. В то же время он улучшает качество крови и укрепляет нашу сердечную мышцу. Ну хорошо, с плюсами все понятно, но есть ли какие-то минусы? Есть ли какие-то вредные свойства меда? Конечно же, плюсы значительно перевешивают минусы, но о минусах тоже стоит рассказать справедливости ради. Первое, о чем стоит сказать, это высокая калорийность. В 100 граммах меда примерно 328 килокалорий. Таким образом, если съедать его слишком много, то потенциально это может провоцировать лишний вес. Хотя для этого, конечно же, стоит его съесть очень много. Также отдельно стоит сказать и про гликемический индекс. Так вот, гликемический индекс может варьироваться очень сильно, от 30 до 95 единиц. 30 это считается низкий, а 95 это высокий. Диетологи, конечно же, рекомендуют употреблять небольшое количество продуктов с высоким гликемическим индексом, то есть в целом минимизировать. Но так как я уже говорил, есть огромное количество сортов меда, то и гликемический индекс у них будет сильно отличаться. Дело в том, что мед содержит как фруктозу, у которой гликемический индекс 19, так и глюкозу, а у нее гликемический индекс 100. А также там еще есть десяток других олигосахаридов. И поэтому соотношение этих сахаров и будет влиять на индекс в результате. В целом, учитывая это обстоятельство, а также калорийность, конечно же, слишком много меда есть не стоит. Другой пункт – это аллергия на мед и индивидуальная непереносимость. Это тоже встречается. Хотя есть теория о том, что на сам мед аллергии не бывает. Но аллергия может иметь
уступить место на какой-то определенный вид пыльцы, либо искусственный компонент, который был добавлен в мед. В пользу этой теории говорит тот факт, что у тех людей, у кого есть аллергия, она может на некоторые виды меда возникать, а на некоторые не возникать. В то же время некоторые продукты пчеловодства используются наоборот для лечения аллергии. Так что здесь все очень сильно индивидуально. Но есть у меда и противопоказания. Это, конечно же, сахарный диабет, поскольку при сахарном диабете нужно сильно ограничивать продукты, у которых потенциально высокий гликемический индекс. И еще парочка советов при употреблении меда и его выборе. Во-первых, мед не рекомендуется подвергать термической обработке. Есть ряд исследований, которые говорят о том, что если мед прогревается выше 60 градусов Цельсия, то в результате образуются канцерогенные вещества. Хотя с другой стороны, есть исследования, которые говорят, что вещества-то образуются, но их дозировка очень мала, и поэтому они не могут нанести вреда организму. В любом случае не рекомендуется добавлять большое количество меда в горящий чай, то есть буквально кипяток 100 градусов, который только что вскипел. Рекомендуется дать ему немного остыть и после этого добавить мед. И еще одна рекомендация: когда вы покупаете мед зимой, никогда не берите жидкий мед, потому что жидким он может быть только летом, когда он свежий. А если вы зимой покупаете жидкий, то значит это не натуральный мед. Но в целом здоровым людям будет очень полезно употреблять не более 3 столовых ложек меда в день. Привет, зритель! Ставим лайк и поехали! История человечества тесно связана с медом. Он старейший из известных подсластителей и был использован во многих культурах как продукт питания, лекарство, косметика, средство платежа. Его применяли даже в ритуальных церемониях. В древние времена люди не в состоянии были объяснить происхождение этого продукта. Они знали лишь, что он есть у пчел, и поэтому поклонялись им. Мед, который не извлечен из восковых сот, называется сотовым медом или медом в сотах. Обычно внутри сота мед жидкий, но в более засушливые времена может быть немного кристаллизованным. Вкус и запах меда в сотах напрямую зависит от растений, из которых был собран нектар и пыльца. В зависимости от погодных условий и вида меда, цвет сот может варьироваться от светло-желтого до темно-коричневого. Находясь в сотах, мед сохраняет нетронутыми ферменты и другие полезные вещества, то есть является стерильным продуктом. Его нельзя подделать или чем-то заменить, поэтому сотовый мед самый полезный из всех видов меда. Кроме меда, в сотах содержатся полезные компоненты: воск, забрус, верхние крышечки сот, перга, пыльца и прополис. Каждый из них является ценным продуктом, а вместе это просто кладезь здоровья. Что такое соты? Сырье для производства меда – это нектар, сладкий материал растительного происхождения, водный раствор углеводов, эфирных масел, органических кислот, минералов, соединений азота и биологически активных веществ, которые собирают пчелы с цветов. Пчелы полученное сырье проглатывают и доставляют в улей. Одна пчела за один раз может доставить в улей 60 мг нектара. Для получения 1 килограмма меда нужно собрать нектар с 3 миллионов цветов. Процесс формирования этого продукта начинается в тот момент, когда насекомое высасывает сладкую жидкость из цветка, и она попадает в пищеварительную систему пчелы, где происходят первые химические реакции. Дальнейшее преобразование происходит уже в улье, где продукт получает окончательный химический состав при дозревании. Соты – это натуральный продукт пчеловодства. Пчеловод устанавливает в улей рамку с вощиной, а пчелы делают их самостоятельно и заполняют медом. После этого пчеловод забирает часть заполненных рамок, а потом извлекает мед из них с помощью специальных устройств. Перед этим необходимо выполнить распечатывание медовых сотов. Часть меда не откачивают из рамок и оставляют для любителей и ценителей этого продукта в первозданном виде. Соты – это естественная форма, в которой вы потребляете мед. Удобно вилкой или ножом разделить их на небольшие кусочки размером с конфету, которые надо жевать в течение 5-10 минут. Суточная норма при таком способе употребления – 1 небольшой кусочек, но не стоит жевать его каждый день, так как воск, содержащийся в них, не очень полезен для почек.
Благодаря длительному контакту с ртом мед лучше выполняет свои полезные свойства. Не стоит глотать воск. После жевания его надо выплюнуть, он потом может быть использован для производства свечей. Цвет, вкус и запах этого продукта зависит от сорта. Его лучше употреблять до кристаллизации. Кристаллический мед по-прежнему имеет свои ценные свойства, но продукт становится не столь привлекательным и вкусным при употреблении. Не стоит нагревать соты, не кладите их в стакан с горячим молоком или чаем. Мед при нагревании выделяет вредные вещества, поэтому его лучше употреблять без термической обработки. Чем полезны и вредны медовые соты? Соты обладают многими полезными качествами. Прежде всего, это свойства меда, а также лечебное действие прополиса, содержащегося в объеме до 10% от общей массы. В чем же польза, а также вред медовых сот? Полезные свойства. Лечит некоторые заболевания желудочно-кишечного тракта, выводит токсины из организма, укрепляет сосуды, укрепляет сердечную мышцу. Восковый массаж при жевании укрепляет десна. Жевание этого продукта помогает усилить иммунитет, помогает при ОРЗ. Несмотря на множество полезных свойств, соты можно кушать далеко не всем. Они противопоказаны маленьким детям, людям, имеющим аллергию на них или на другие продукты пчеловодства. Могут нанести вред людям, страдающим гастритом, заболеваниями поджелудочной железы и печени. При сахарном диабете с осторожностью следует употреблять их при беременности. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарен, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими.